привет! Сегодня мы хотим продолжить тему путешествий по Беларуси и затронем такие вопросы, как регистрация, заполнение миграционной карты, а также покажем апартаменты, в которых мы жили. Как сказано на сайте Управления внутренних дел Минского облисполкома, иностранные граждане, за исключением граждан Латвийской Республики, Литовской Республики, Российской Федерации и Украины, обязаны пройти регистрацию в течение 5 суток с момента прибытия в страну, за исключением воскресений, государственных праздников и других праздничных дней, объявленных нерабочими на территории Республики Беларусь. Государственная пошлина за прохождение регистрации составляет 0,5 базовой величины. Базовой величиной в Беларуси называется 23 рубля. Соответственно, государственная пошлина равна 11,5 рублям. Ну а сейчас посмотрим на то, как заполняется миграционная карта. Миграционные карты раздаются в самолете, заполнить их не составит труда. Карточка разделена на сторону А и Б. Сторона Б остается у заполняющего до момента отбытия из страны. Заполнять миграционную карту нужно на том же языке, на котором у вас сделана запись в паспорте. Но по умолчанию здесь предлагается два варианта, либо на русском языке, либо на английском. Для пересечения границы помимо миграционной карты вам также понадобится страховка. Если вы не оформили страховку заранее, то вам предложат ее сделать по прибытии в аэропорту. Страховка должна покрывать все дни пребывания на территории Беларуси. Страховка, оформленная в аэропорту на 7 суток, стоила нам $9 или 8 евро. Эта страховка также понадобится вам во время оформления регистрации в миграционной службе. Итак, вот мы поднялись на 4-й этаж. Вот наша 79-я квартира. Заходим. Мы уже, правда, тут слегка обосновались. На входе у нас большой шкаф с вешалками и тапочками. Справа от входа у нас ванная комната с вот такой большой ванной. Горячая вода идет. Шампуньки были предоставлены при въезде. Гостиная. Гостиная точно как на картинке. На фото в букинге мы видели ту же самую картинку, что и здесь. Здесь кухня. Кухня очень миленькая. Здесь окошко, сквозь него падает свет прямо на стол. У нас предоставлена микроволновка, чайничек, газовая плита, моющие средства возле раковины, стаканчики, тарелочки, все есть. Здесь у нас кофе и чай. Ну а здесь аккуратно разложена посуда. Столовые приборы, кастрюльки, терки. В духовке у нас стоят сковородочки. Также у нас здесь большой холодильник. Холодильник пустовал, пока мы не положили туда фастфуд. Вид из окошечка. Очень шумную улицу. В гостиной также был выход на балкон. Кстати говоря, у нас на кухне вы могли видеть пакетик из Макдональдса. Макдональдс здесь находится в этом же самом здании, на первом этаже. Кстати говоря, напротив был ресторан или патио. Здесь у нас для отопления стоит прибор. Мы его уже включили и
Он great. Также нам предоставили утюг. На стенах висят вот такие вот картины. Кровать застелена перед нашим приходом. Проверим. Жестковатая. Плюхаться было немного больновато. Ну, а слева у нас подсобка. Здесь я даже не знаю, включается ли где-нибудь свет. Тут у нас дополнительные вешалки висят и стоит гладильная доска. Вот так вот выглядит комната. Довольно все миленько. Кстати, да, телевизор работает. Также вы увидите несколько вариантов завтраков. Завтрак вам предлагает выбрать сотрудник компании при заселении в апартаменты. Завтрак выбирается на каждый день проживания. Его доставляет курьер каждое утро с 8 до 10 часов. Если вас не устраивает утренняя доставка, то можно договориться, чтобы курьер приносил еду с вечера, то есть в промежутке с 8 до 10 часов вечера. Что хотелось бы сказать в заключение. Апартаменты неплохие, эта сторона солнечная, здесь довольно уютно, и если пользоваться тем самым отопительным прибором, то довольно тепло и хорошо. А теперь о том, что нам не понравилось. Естественно, мы не рассчитывали на то, что кто-то будет убирать в апартаментах, однако мы были очень удивлены, когда однажды, войдя в квартиру, увидели в коридоре стоящий завтрак, который мы не забрали утром. Что еще не понравилось? Сотрудники компании не знали, что нам нужно оформлять регистрацию. Если они работают с иностранцами, то должны, в принципе, знать законы и правила. Тем более, что эти апартаменты мы бронировали через Booking, то есть они заранее были в курсе о том, откуда будут гости, сколько будут проживать, и, естественно, догадывались или должны были догадаться о том, что нам необходимо будет делать регистрацию. Однако об этом уже при заселении на месте сказали и мы. Так как заселялись мы в воскресенье, а это был не рабочий день, естественно, никакую регистрацию мы делать не поехали. В понедельник человек, который должен был нас туда отвезти, был занят, и мы поехали во вторник. Действительно, во вторник в согласованное время сотрудник компании приехал за нами и отвез нас в миграционную службу. Государственную пошлину он оплатил заранее, чек нам не показал. В миграционной службе также нужно было заполнить анкету, этим занимался тоже сотрудник компании, однако делал это не очень уверенно и периодически ошибался. Ну, в результате мы, конечно, получили регистрацию, за которую, собственно, заплатили $25 или 50 рублей. И, кстати, если вы будете стоять перед выбором платить в долларах либо платить в белорусских рублях, то учтите, что они привыкли округлять как 1 к 2. То есть вместо $25 с вас попросят 50 белорусских рублей. Однако $25 делает 48 рублей. Если вы обращаете на такие вещи внимание, то да, будьте внимательны, знайте, чего ожидать. Собственно, к чему я это говорю. Как позже выяснилось, государственная пошлина составляет всего 0,5 базовой величины, о чем я говорила уже в начале ролика. То есть вместо 11,5 белорусских рублей с нас взяли 50, то для нас, в принципе, было дико и странно, так как мы не первый раз ездим за границу, мы были во многих странах и жили как в апартаментах, так и в отелях. В принципе, везде предусматривалась регистрация иностранных граждан, и за это с нас не брали никаких дополнительных денег. Так что, естественно, да, для нас это был минус. Ну а теперь давайте поговорим про цену и про заселение. Прилетали в Минск мы в начале 8 утра. В начале 9 утра мы были уже в центре города. Заселение в апартаментах с часу дня. Мы пытались запросить ранее заселение, однако нам отказали в этом, обосновав тем, что до нас там жили люди и апартаменты нужно, соответственно, убрать. Без 10 час мы подошли к апартаментам. Кодовую дверь подъезда открыла сотрудница компании из апартаментов. Там, видимо, действительно шла уборка, так как у порога стояли черные мешки с мусором. Она показала нам квартиру, составила договор, который мы подписали, взяла с нас деньги и ушла.
Ну а теперь про цену. За 6 ночей в апартаментах мы заплатили $305. В договоре было указано 610 белорусских рублей. С заселением, понятно, вас встречает сотрудник компании, чтобы забрать с вас денежки, естественно. Что происходит, когда вы выезжаете? Никто не приходит, никто не проверяет. Выехать вы должны до 12 часов дня. Просто запираете квартиру и бросаете ключи в почтовый ящик на первом этаже. После потока информации о том, что нам не понравилось, вкратце расскажем о плюсах данных апартаментов. Самым главным плюсом данных апартаментов является, конечно, их центральное расположение. Рядом есть все: супермаркет, магазины, парки. Кстати, недалеко от апартаментов находится парк Горького, в котором стоят аттракционы и вообще много всяких интересностей для детей. Также рядом есть автобусная остановка, от которой отходят автобусы, идущие до вокзала. Также рядом находятся памятники культуры. Компания готова предоставить вам услуги трансфера. Если вы хотите ехать в одну сторону, то это будет стоить вам $30. Если вы хотите, чтобы сотрудник компании встретил вас в аэропорту, а потом отвез вас обратно, то это будет стоить $50. Если вы смотрели наше предыдущее видео, то знаете, что в принципе, пользуясь общественным транспортом, довольно удобным, кстати говоря, вы потратите на дорогу туда и обратно максимум 8 рублей. Если вы не смотрели это видео, то мы оставим ссылочку в конце, обязательно посмотрите. Нам кажется, что оно вот просто супер полезное. В принципе, это, наверное, все, что мы хотели вам рассказать. Если мы вспомним еще что-нибудь, то обязательно напишем в комментарии или в инфобокс внизу. Также, пожалуйста, задавайте свои вопросы, мы обязательно постараемся на них ответить. Так что да, надеемся на вашу поддержку. Искренне надеемся, что это видео вам понравилось, и мы были вам хоть чуть-чуть, но полезными. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и не забывайте подписываться на наш канал.